Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. И сегодня мы с вами ответим на ваши вопросы, которые вы оставили в комментариях под моим видео о мобилизации. Достаточно резонансное вышло видео, и очень многих волнуют вопросы, что же будет дальше в России. Покупать или не покупать недвижимость, продавать ли ее именно в этом году, и закроют ли границы в этом году. Давайте с вами ответим на самый первый вопрос. Стоит ли покупать недвижимость в России в этом 2023 году? Спросим у карт. У меня сегодня великолепная колода Deviant Moon замечательного художника Патрика Валенса, который очень прямо и смело отвечает на все вопросы. Итак, стоит ли покупать недвижимость в России в 2023 году? Стоит ли покупать недвижимость в России в 2023 году? Коммерческая недвижимость, жилая недвижимость, неважно, про какую недвижимость мы сейчас с вами говорим. Мы говорим именно о покупке любой недвижимости в этом году в России. Итак, стоит ли покупать, именно покупать, мы сейчас про покупку говорим, недвижимость в России в этом году? Буквально по 3 картам. Однозначно нет. Все 3 карты говорят нет. Это карта повешенной. Это карта двойка пентаклей, это карта 5 мечей. Повешенный говорит о том, что нужно немного повременить и замедлиться. Нужно успокоиться, подсчитать свой бюджет. По двойке пентаклей взвесить все за и против, и только потом, через время, у повешенного здесь, приближу к вам карту, у повешенного здесь висят часы на цепочке на ноге, он никуда не спешит и выжидает правильное время. Выжидает время, когда же можно будет приобрести недвижимость. Подсчитывает свою кубышку, взвешивает все за и против. У него есть деньги, но он не торопится. И если поторопится, он уйдет с поля проигравшим. То есть, если вы поторопитесь и приобретете сейчас недвижимость коммерческую или жилую, вы будете проигравшим на своем же поле. Потеряете, скорее всего, много денег, потому что потом сможете купить недвижимость гораздо дешевле. Здесь говорится об этом. То, что недвижимость чуть позже, то есть в следующем году, станет дешевле, чем она есть сейчас. Хотя я считаю, что сейчас она уже стала так немножко снизилась в цене. Однозначно нет по всем 3 картам. Взвесьте все за и против, почитайте свой бюджет. Те, кто уже взял недвижимость, конечно, не расстраивайтесь. Те, кто подумывает о покупке, пожалуйста, повремените. Повремените, следующий год будет лучше. Карты говорят о том, что следующий год для экономики в целом и для покупки вашего жилья или коммерческой недвижимости будет лучше. Не уходите с поля проигравшим, берегите свою денежку, почитайте свою кубышку, взвесьте все за и против. Это что касается покупки недвижимости. Теперь мы расскажем с картами о продаже недвижимости в России в этом году. Стоит ли продавать недвижимость в этом году в России? Стоит ли продавать вашу недвижимость, коммерческую, жилую недвижимость, неважно, в этом году в России? Стоит ли продавать недвижимость в этом году в России? Буквально по 3 картам. А вот продавать стоит. 3 мечей здесь обозначает человека, который слишком много и слишком близко все принимает к сердцу. 3 мечей здесь не означает какой-то удар в спину. Здесь у нас показан человек-драматик, который все склонен, как я уже сказала, принимать близко к сердцу. Не принимайте близко к сердцу то, что вот вы продадите свою самую любимую квартиру, свою самую любимую помещение, от которого вы никак не можете, с которым вы никак не можете расстаться. Вот оно ваше любимое, и все. Продавайте смело, одержите победу, заработайте хорошую денежку, потому что далее все будет только дешеветь.
По поводу коммерческой недвижимости не знаю, но здесь конкретно я вижу именно жилую недвижимость. Почему-то вот в картах энергия именно жилой недвижимости. Не драматизируйте. Продавайте свою любимую, замечательную квартиру, с которой вы никак не можете расстаться. Продавайте, вы заработаете хорошие деньги. Если, конечно, они вам сейчас нужны, и вы действительно хотите продать. Если нет, то, конечно, не продавайте, да? Но я думаю, что вы задавались вопросом не просто так. Те, кто задавал мне этот вопрос, пожалуйста, продавайте, даже не думайте. Вы заработаете хорошую денежку в копилку, в свой бюджет семейный. Одержите победу, продав очень здорово свою жилую недвижимость. Не драматизируйте. Оставляйте все старое в прошлом. В следующем году будет гораздо лучше, будет интереснее. Вы сможете приобрести то, о чем даже не думали. И продав сегодня жилую недвижимость, вы сможете приобрести завтра, ну то есть в следующем году, гораздо лучше, гораздо дешевле, гораздо интереснее. И будете там жить счастливо со своей семьей. Поэтому продавайте. Что касается продажи, да, однозначно да. Не драматизируйте, продавайте, избавляйтесь от старого. В следующем году будет все новое и только лучше. Что касается покупки, пока нет. По поводу недвижимости, я думаю, вы поняли. Задаем картам другой вопрос. Следующий вопрос. По поводу электронных денег был следующий вопрос. Когда введут электронные деньги на постоянной основе в России? Когда введут электронные деньги, я так понимаю, что в России, не знаю, в мире или не в мире, вы спрашивали, да, вы просто спросили, когда введут электронные деньги, я так понимаю, что в нашей стране. Когда введут электронные деньги на постоянной основе в России? Когда это случится? Буквально по 3 картам. Как скоро это будет? Это будет не скоро, на самом деле, противостояние двух сил вот этой бумажной, да, бумажных денег, электронных денег. Все очень будут сторониться их почему-то. Будет очень непривычно, вроде бы и замечательно, но так непривычно. Здесь карта сила, противостояние двух очень таких сильных личностей, так скажем, на карте. И здесь противостояние бумажных денег и противостояние электронных денег. Почему противостояние? Потому что многие люди будут прямо сильно сторониться, прямо сильно опасаться, почему только электронные, а вдруг там мои счета заблокируют, а вдруг там так да эдак, да, я хочу, чтобы у меня были денежные, чтобы у меня были бумажные деньги в кошельке, обязательно шелестели. Лично я тоже за бумажные деньги, потому что меня как-то успокаивают шелестящие бумажки в моем кошельке, честно скажу. С электронными деньгами не все согласны, потому что это немножко напрягает, кого-то пугает, будут люди расстроены. Но на самом деле электронные деньги, они не так страшны. Карта 4 кубков показывает о том, что человек не замечает главных каких-то преимуществ в электронных деньгах, будет долго их сторониться, долго опасаться, и поэтому противостояние пока в этом году точно ни к чему не приведет. В этом году электронные деньги точно не ведут. В следующем году мы посмотрим. Сейчас я пока смотреть далее не буду, потому что карты дальше говорить не будут. Сейчас идет конкретно противостояние. В этом году будет разделяться на черное, на белое. Люди не хотят, люди хотят. Кому-то интересно, кому-то совершенно неинтересно, кто-то хочет оставить все так, как есть. И, скорее всего, пока все так, как есть, и останется, потому что люди очень сильно преувеличивают вот эту вот значимость бумажных денег в кошельке, точно так же, как и я. Электронные деньги – это очень удобно, электронные деньги – это на самом деле здорово, это современно, и пользоваться ими будет гораздо удобнее. Но не все примут этот факт, и поэтому пока в этом году точно электронных денег не будет. Будут счета, будут банковские карты, будут бумажные, классические наши любимые деньги, которые мы привыкли видеть в нашем кошельке. Пока вот такая ситуация. Следующий вопрос. Будет ли закрытие границ в этом году в России?
Будет ли закрытие границ именно в этом году в России? Буквально по 3 картам. Закрытие границ в этом году будет. Будет оно такое хитрое и сманипулированное. Это будет настолько незаметно, это будет прям вот-вот, когда начнется мобилизация. То есть мобилизация началась, закрытие границ сразу же. Границы сразу же закрыли, то есть людям не дадут возможности уехать. Объясняя тем, что они оберегают людей и хотят сохранить дружбу народов. Я даже не знаю, как правильно объяснить, я сейчас вам объясню вот по картам. Хотят сохранить единство, дружбу в России, не хотят выпускать за пределы тех россиян, которые остались. Но это такая будет и грамотная лживая манипуляция. На самом деле они очень хотят следить за нами, да, за теми, кто остался в Российской Федерации, кто не хочет, кто не за войну, так скажем, да, но они будут уверять, что это все сделано с такой любовью, но это такой грамотный подход будет на самом деле, что вот мы так вас оберегаем, мы так вас опекаем, мы закрыли границы для того, чтобы вы не ездили в другие страны и для того, чтобы вас там не гнобили. Вот так, потому что сейчас русских очень многие не любят, да, как выяснилось. И чтобы вот вас не гнобили в других странах, мы вас так оберегаем, так опекаем, что вот вас не выпускаем. И мы закрыли границы четко тогда, когда прямо наступил день мобилизации. Причем день мобилизации наступит, нас об этом заранее не оповестят. Это будет все как-то очень быстро, точно так же, как и закрытие границ. За нами будет четкая слежка. И вот этот дьявол нехороший в раскладе, это грамотная такая манипуляция, ход такой грамотный. Мы по-другому не умеем, да, с ложью, с обманом, с вот такими вот подковырками. Я извиняюсь, что я сейчас так объяснила, да, вот сумбурно, непонятно, но вот я просто читаю карты в потоке, и вот то, что они мне говорят, и вот этот поток, я не всегда могу сложить их в такую картинку нормальную, в нормальное предложение. Я вот говорю сейчас, вот, да, как есть, это вот с любовью, мы к вам с такой любовью, мы к вам с полной чашей любви. Россия, матушка, так о вас заботится, так вас любит. Она хочет оставить вас всех у себя, потому что вы не предали, не уехали, и вы останетесь, мы границы закроем, никого не позволим уехать. Причем не только мужчинам, но и женщинам, я думаю, что, скорее всего, запретят уезжать. Вот. Это грамотный такой четкий, сманипулированный подход. Мы за вами следим, мы вам уехать не позволим, но относимся к вам с большой любовью, потому что мы вас очень любим, мы оберегаем. В другие страны не уезжайте. Не уезжайте в другие страны, потому что вас там будут гнобить. Вот так вот читается. Здесь вас будут гнобить, вас там не любят, здесь вас любят. Оставайтесь здесь, мы за вами проследим. Мы вас в обиду не дадим. Вот как-то так. Собственно говоря, отвечая на вопрос, границы, да, границы закроют очень резко, быстро, не успеем мы очухаться, опомниться и не успеем никуда уехать. Те, кто заранее, конечно, планирует, те, кто уже уехал, то да, а те, кто еще здесь остался, те, кто не собирается и не хочет быть мобилизованным, я говорю сейчас конкретно про мужчин, да, это вообще, в принципе, расклад касаемо мужчин, и семей, у которых есть мужчина. Да, границы закроют, но будет это очень быстро. И
прямо накануне мобилизации. Следующий вопрос. Стоит ли искать другую страну для жизни, или в России все наладится и можно будет планировать здесь свое будущее? То есть не беспокоиться за будущее в России. Станет ли все стабильно в России? Наладится ли все в России? Я имею в виду, прекратятся ли какие-то мобилизации, да, какие-то войны с другими странами и так далее. Можно ли остаться в этой стране жить дальше или нужно уезжать? Спрашивает меня подписчик. Давайте посмотрим. Все ли наладится в России в этом году? Или наладится, может быть, в следующем? Давайте сначала спросим у карт, наладится ли все в России, нужно ли переезжать в другую страну насовсем. Наладится ли все в России, или нужно переезжать в другую страну насовсем. Опа. Сейчас мы прочитаем вашу карту. Ох, королева мечей. Еще две буквально карты. Воинственная королева мечей. На ножах нас встречает с этим вопросом. Стоит ли искать другую страну, или можно остаться в России, и все ли наладится в России, когда? Все ли наладится в России? Я, забегая вперед, да, прежде чем ответить на вопрос, скажу сразу, да, я сама живу в России, я очень люблю свою страну безумно, я очень люблю адекватных людей, которые живут в Российской Федерации, которые понимают, что сейчас происходит. Да, в России все наладится. Потихоньку, постепенно уйдут какие-то невзгоды, какие-то проблемы, но вражда с теми странами, с которыми она есть сейчас, она будет продолжаться еще очень долго. Карты показывают около 2 лет. Королева мечей держит 2 ножа у себя, да. А здесь карта говорит где-то в районе 2 лет. В районе 2 лет будет вот такая вот, не то чтобы разруха, а вот такая вот непростая ситуация на мечах, на ножах. На ножах нас будут встречать в разных странах, да, люди будут говорить гадости про русских людей, да, они сейчас это делают. Будет очень непростая ситуация, будет длиться она 2 года. Что будет дальше, давайте посмотрим. Просто хочу даже посмотреть, что будет через эти 2 года. Будет непросто. Будет непросто. Все 2 года обстановка будет накаляться. Я вас сейчас не пугаю. Мой канал носит исключительно информационный характер, информационно-развлекательный характер. Это все-таки карты, но карты имеют большое, на самом деле, влияние, посыл во Вселенную, потому что они очень часто говорят правду. К сожалению, это или к счастью, в России очень накаленная обстановка будет в течение 2 лет. Тут вышли одни мечи, и упадок экономики, жизненных сил каких-то, да, ресурсов. Наших людей будут везде встречать на ножах. Мы нигде не сможем пройти нормально, спокойно. Я имею в виду в других странах. В нашей стране все мы друг друга любим, да, так или иначе, но обстановка в России будет накаляться постепенно по возрастающей. Что касается конфликтов, что касается каких-то войн, я имею в виду. Я не имею в виду, что в России будет война. Нет, это говорится о конфликтах между странами. И обстановка будет накаляться, но в течение 2 лет она разрешится. Разрешится, и в какую сторону, давайте посмотрим. Прям не будем убирать эти карты. В какую сторону разрешится через 2 года ситуация сейчас, ну вот с Украиной даже, да, допустим. В какую сторону через 2 года разрешится ситуация с Украиной и Россией.
Здесь говорится о... Не буду сейчас переходить на тему политики, потому что здесь такие очень жесткие темы затрагиваются, да, я просто скажу о том, что я просто вижу, что здесь вот затрагиваются очень серьезные политические темы. Я не политик, не политолог, вернее, да, я не могу говорить о такой ситуации, которая вызывает глубокий резонанс. Я лишь скажу о том, что здесь все решит время и деньги. Кто-то кому-то даст хорошую денежку, после чего все закончится и наступит правосудие. Туз мечей в данном случае означает правосудие. Победит тот, у кого правда. Я не буду говорить, кто. Догадайтесь сами. Кто-то кому-то даст денежку, и все разрешится, все перепишется, все закончится. Победит тот, у кого будет правда. Но на мечах Россия будет еще 2 года. На мечах, на каких-то конфликтах это все будет по возрастающей. Пока это незаметно, это все идет постепенно, постепенно. Нас, вы же сами понимаете, готовят. Это все не происходит вот так раз и все. Те, кто это понимает, здорово. Те, кто не понимает, ну как бы я не буду вас отговаривать от вашей правды. Вот. И что касается того, нужно ли уезжать из России насовсем, буквально по одной карте, или нужно все-таки остаться в России, да, и через 2 года все наладится, или приехать потом через 2 года, и все в России наладится. Ну, не будет таких острых ситуаций, я хочу сказать, как сейчас. Таких острых ситуаций, как сейчас, не будет. Не будет каких-то войн. Будет все стабильно, как сейчас, только немного лучше. Вот так. Я говорю, очень сложно говорить на эту тему. Почему? Потому что это политика, чистая голая политика. Если вы хотите, я могу сделать вам личный расклад. На личном раскладе я могу рассказать все, что угодно. Здесь общий контент, люди разные. Кто-то выступает сейчас яростно за Россию, кто-то за Украину. Я не выступаю за кого-то, я против войны и я за мир во всем мире. Хотя живу в России. Я вам скажу только одно, то что да, станет лучше. Станет лучше, чуть лучше, чем есть сейчас. Пожалуйста, за личным раскладом пишите мне. Все контакты указаны в моем канале, на моем канале. Очень сложно говорить на эту тему, потому что вопрос такой достаточно острый. Я не думала, что карты будут говорить конкретно о политике сейчас. И я не все могу рассказать в YouTube, на YouTube. Пожалуйста, пишите мне в Telegram или WhatsApp, и я вам все расскажу на личном раскладе. Здесь, наверное, все. Хочу, наверное, закончить. Хочу вас попросить подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы знать всегда о обзорах новых колод карт Таро и о тех раскладах, которые я выкладываю для вас. Для меня всегда открыт, для вас всегда открыт мой WhatsApp, мой Telegram. И я прошу вас, заходите туда и задавайте вопросы, на которые вы действительно хотите получить полные ответы. Я же с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня, вечера, хорошего времени суток. Всего доброго.